Стокгольме. Очень забавная ситуация. Ну, вообще, огниска. Вам не кажется, что это корзина 7-летнего ребенка? Ну и мы такие, Саша, нет, ну надо разбираться. Но мы пришли туго забирать еду. По-нелегански говорят, походили и выпердоливаете. Лагом хватит. Лагом достаточно, да. Я люблю такие милые улочки. Вот, пожалуй, из-за таких домов я и люблю гулять по таким улочкам. О, ну это... Ну вот и, пожалуй, самая красивая часть старого города. Здорово. И посмотрите, какие крутецкие здания. Сколько мы всего купили. Сколько мы всего съели и выпили. И вот мы заплатили 0,00. Какой же город красивый. Пришли кушать легендарный суп. Как может быть в таком домике призрак? В голове у вас призрак. Потрясающе! Очень удобно здесь ходят автобусы из аэропорта. Мы вот как раз нашли наш автобус. Написано Local Bus и SL. И вот мы скачали вот это приложение SL. И там купили проездной билет. И вот мы вышли, топ-топ-топ-топ-топ, и притопали на остановку. И автобус у нас какой номер? 583, да. 583. Ну, Название слова. самое крутое, это что мы по проездному можем доехать до поезда. Да, ты едешь до конечной вот этого автобуса, там пересаживаешься на поезд. Можно до центра Стокгольма, можно... Ну, мы выйдем в своей кисти чисто. Мы приземлились в самолете. Уже заранее Саша скачал нам все приложения. И в самолете приземлились, появился интернет, и мы сразу купили проездные билеты. Ну, проездной на трое суток стоит 350 крон, то есть это 30 евро. А так только на экспрессе доехать, наверное, стоит 20. Капец. Ну, на такси вы сами больше. знаете. Да, на такси там все 100 евро. А мы едем уже по проездному. А еще скажи, что входит в проездной. Электрички, метро, автобусы, паромы. Водный транспорт. Ну, не все паромы, там есть, которые SL. Ну, там видно. Да. Ну, что-то скачайте приложение сами, а дальше вы уже разберетесь. Ну, это хорошая экономия. И, кстати, в аэропорту надо дойти прям до конца. Пройти мимо такси, мимо экспресса, потом наверх-вниз, на local bus ориентироваться. Да, ориентироваться на local bus и ориентироваться на слово exit. Потому что вы сначала такие хотели пойти за людьми, а потом поняли, что они куда-то не туда идут. Мы поняли, что мы должны идти по направлению exit. Кстати, не было времени поздороваться, мы в Стокгольме. Мы только что рассказали, как транспорт, как добраться выгодно. Да, но мы не рассказали, что мы находимся в Стокгольме и с вами не поздоровались. Так что привет! И вот подъезжает наш автобус 583, красненький, как в Лондоне. О, смотрите, какой флаг интересный. Европа. Мы, кстати, сейчас заметили, что даже экипаж какого-то самолета тоже по этому автобусу. И Саша говорит, все прошаренные ездят по дешевке. Очень забавная ситуация. Мы пришли в отель, мы заселились. 7:40 вечера. 7:40 вечера. Да, и отель достаточно популярный, с хорошими оценками. И мы заселились в 7:40, и нас предупредили заранее, что в 7 часов уже не будет работников. Вы когда-нибудь слышали, что в отеле персонал работал до какого-то определенного времени? Ну, то есть на ресепшене, я имею в виду. Ну, всегда же кто-то встречает. И вход. Да. Мы ввели код на двери. Да. Вошли. Короче, смотрите, ресепшн есть. Вот он, пожалуйста, ресепшн, но на ресепшене никого нет. Вот отель, ну видите, как будто тут и людей нет. Ну, честно говоря, пока сюда шли, тут и людей не было. Но мы шли, наверное, минут 17, и никого не было. Ну и вот. А, вот, и вот лежит конверт. Там, ну, уже не будем потом. Да. И вот лежит конверт, типа забирайте и уходите, Саш. И все. Все, персонала нет. Может, тут вообще, типа, строго это, если в 6 заканчивается работа, то других работников на ночь. Ну, там, знаешь, какие-то дежурства. А, так у нас нет еще пока машин. Ну, пользоваться можно. Не, ну так-то красиво. Ну, и вообще ни одного человека нет, Саша. А вон, смотри, еду можно брать. А что? Это общий холодильник? Но ничего не написано.
Видите, вон огурчик лежит, йогурт. А, если в номерах нету, то можно оставить? Ну это глупости, надо должно быть написано. Ну очень симпатичный. Наверное. А на каком этаже? Мы даже не знаем. Третий? Ну, вам экскурсия по первому этажу. Пустому. То есть мы хозяева вообще этого отеля. Иногда бывает такое, что можно зачекиниться через автомат. Я сначала думала, может через автомат какой-то можно будет зачекиниться, но, к сожалению, нет. Это как обычно. Куда в Стокгольме можно сходить? Вон даже карточку, карта есть. Ладно, пойдем заселяться. Пойдем лифт вот найдем. Кстати, прикол насчет магазинов. Магазин, вот он тут недалеко Lidl, он работает до 9. Почему так? А в Вене, когда мы были, ребят, там работало все от 6 до 7. Мы, конечно, были в шоке, что даже не до 8. Мы были не подготовлены. А сейчас мы приехали, мы подготовлены. Посмотрите, какой лухарный красивый лифт. Класс, такое зеркальце. Сауна. Кнопочки, сауна тоже недоступна, только завтрак. А насчет завтраков мы сейчас заселимся и расскажем вам прикол. Это не весь прикол этого отеля. Не, ну слушай, лифт лухарный. Отель вообще классный. То есть мы на этаже все, и можно вот так посидеть, поглазеть на отель сверху. Не, ну очень красиво, Сашка. Так где люди? Вообще никто не сидит. То есть тут доверяют, наверное, людям. Не знаю. Наверное. Ну необычно, так скажем. Ну вот мы заселились, и ну, нужно провести, я так думаю, быструю экскурсию. 2 слова. То, что я увидела. Мне очень сильно понравилась кровать. Тут нет света на потолке, но есть свет возле кровати. Такой светильник тоже стоит. Мне кажется, очень крутецкий... Сашка, ну-ка садись. Крутецкое кресло. Кресло. Ножки. Ну, вообще, огниска. В принципе, можно и спать. Да. Вот Ну, тогда спи тут. Я, пожалуй, там. Много подушек. Не, ну, номер один из лучших, мне кажется. Да. То, что у нас был. Есть, если вопросы. Есть вопрос. Вот это что такое? Для чемодана. А, для чего? Ну, я не знала. Первый раз видела. Я думала, тут, может, какой-нибудь холодильник будет. А, еще какой-то прожектор. Не знаю, что такое. Я думала, будет хотя бы холодильник. Ну, уже не просила чайник. Но холодильник был бы супер. Но тут вот просто полочки. Зачем они? Ничего нет. И давайте... Это шкаф. Ну, такой небольшой. И ванная. Открываем дверь. Туалет. И ванная. Не душевая, ванная. Но мы уже привыкли к ванной. У нас дома тоже уже ванная. Поэтому не жалуемся. Тут, как обычно, 3 в одном. И знаете что? Работников, наверное, сегодня не было. Они не долили. Меньше половины. У них даже сегодня выходной. Не знаю, что у них там во вторник. Кстати, сэкономили... Один набор. Один набор платится, хотя нас 2. Даже на конвертах было написано 2. Да, всегда 2. Не, на конверте нет. Вот, последнее, что я хотела рассказать, это про завтраки. Нас бортанули с завтраками. Ну, в целом, на букинге было написано без завтрака. Ну да. Но в описании отеля было написано с завтраками. Поэтому я думаю, типа без завтрака все равно хорошая цена. Угу. Если с завтраком, то вообще джекпот. Но нет. Ну, мы думали, Потом все, завтраком все пришло. будет. Да. А потом вчера пришло сообщение, что работники в отпуске. Там с 17 июля по 20 августа. Работники кухни в Кухня не отпуске, работает. и кухня не работает. Так что извините, сами кушайте. Так что мы идем в Lidl, кстати, нам осталось не так много. Нам еще дойти до Lidl и что-нибудь купить. Вот сам отель, ну, нормальный, солидный, хороший отель, не знаю. Не, ну это, по-моему, даже, по-моему, 4 звезды он считается. Ну вот. Ну вот просто мы с Сашей тут уже прошли где-то минут 17 от вокзала.
Ну, от станции, наверное, такой, правильно сказать, не вокзал, а станция, от станции. И мы видели только чаек, 2 машины и 2 человека. И вот видите, насколько... О, еще машина приехала, и еще человек. Все просто вот тихо, как в деревне, глухо. Я не знаю, почему так как-то неожиданно, просто все уже не работает. Я помню, мы смотрели когда-то давно у Птушкина про Стокгольм, и он там говорил такое слово «лагом» или какое-то такое. Да. Это что значит, им всего достаточно. То есть им достаточно их зарплат, Скромные. им достаточно их квартиры и всего там. Это и проявляется, не знаю, то есть им не нужно чего-то излишнего, им не нужно корабли, пароходы, теплоходы, чтобы у них было, то есть Луи Виттоны, Луи Батоны, ну вы поняли, излишество им не нужно. Как бы так говорил Птушкин. И, судя по всему, первые мои впечатления, как будто я даже согласна с этим. Выглядит все, ну, так скромно, но очень Строго. качественно, строго, Ну, да. И выглядит все такое, знаете, без излишеств. Я не знаю, ну вот вы сами видите по зданиям. Всегда, Золото. да, прямые такие линии какие-то. И еще то, что мы заметили в первый день, пока мы шли, я там говорила там про дефицит людей, что тихо, машин нет. Что-то вот такое, одни чайки орут, вы, может, сами слышите. И что все закрыто, даже какие-то кафетерии, бургерная закрыта. Нет, просто уже все равно никто не придет. А, есть люди, ну, ребят. Кто-то сидит. Уже собирают мебель. Блин, а я думала, никого нету. Но я обманула, да. Блин, ну ладно, неважно. Все равно все остальное закрыто. Как-то мало людей. Может быть, в этой части города все это такие... не сам Стокгольм. А, ну, может. И знаешь, и типа все дома сидят. Да. Чё Уже скоро ходить? спать. Ну, чё ходить лишнего? Вот там мы идем в какой-то торговый центр, мы туда в Lidl идем. И видите, люди есть. Не так прям ужасно. И вот про строгость, как мы с Сашей называем, это строгость архитектуры. В Копенгагене примерно такая же ситуация. Там очень красивая архитектура, современная, но тоже вот такой вот прямые линии, так все строго. Серый цвет, красный. В принципе, тут тоже красный, вот не красный такой яркий красный, как помада красный, а такие вот кирпичи, как в Лодзи. Ну и черный, конечно. Ну и квадратные окна и окна в пол. Наверное, тут это и было придумано. Мы уже в Лидле. Вы когда-нибудь видели такой размер хлебцов? Мы сейчас водили с хлебцами. Ну вот эти вот есть в Польше хлебцы. Я их когда-то ела, но они сейчас твердые, мне неудобно их с брекетами есть. Вот. Ну вот такой вот огромный торт целый. Классные разные хлебцы, короче, классная тема. Тут их много. Фрукты, овощи. Помимо размера хлебцов, мы еще тут увидели размер сыра. Вот это да. Посмотрите, он в такую маленькую дырочку. А, нету? А вот на этом был сыр. А, вот маленькие дырочки видно. 2 килограмма сыра. То есть как они его нарезают? Не знаю. Стоит вот столько. Тут очень много непонятных продуктов. Наверное, тоже сыр. В общем-то, никто не знает. Сюрстрёминг есть? Не, я ищу. А, Саша ищет Но сюрстрёминг. всякая рыба есть. Ну да. А вот это вот тоже рыба, вот это? Ну, всякая рыба. Ну, не сюрстрёминг. Может, в Литве. Ну и, конечно, шведские фрикадельки. Я так понимаю, это как в Икее. Они же любят вот эти. Не то, что они любят, они создатели вот таких фрикаделек икеевских. Я бы их сожрала, если бы у нас кухня была. Вот мне кажется, что это корзина 7-летнего ребенка. Просто сладости набрали и на скидке хлеб взяли и чай. И вот такую какую-то намазку. Мы сейчас вышли с магазина. Ну, такие обратили внимание, что как-то дороговато вышел чек. Мы такие с Сашей стали проверять, а у нас, вы видели, я вам показывала картину, у нас 4 позиции или 3 позиции. 3 позиции у нас было по красной этой этикетке со скидками. 30%. 30% скидка была на 3 продукта. И получается, мужчина на кассе, он посчитал нам 1 продукт по скидке, а остальные 2 продукта он посчитал как по полной цене. Ну и мы такие, Саша, не, ну надо разбираться.
Надо отвоевать наши 2 евро. Я вижу, там скидка Ну. по 5,97 крон. Угу. То есть, думаю, в смысле, там же, ну, должно было быть больше, по идее. И вижу, что только на хлеб написано «работ». Угу. Как Ну, в Польше, кстати, слово «работ». Да. Да. А самые большие скидки у нас не на хлеб. Ну и вообще, да. мы же взяли, потому что это на скидке. Ну, иначе бы мы это не брали. Мы бы, может, что-то другое поискали. Ну да. Подошли сначала, ну, там уже очередь, как бы тоже в кассу лезть. Решили у охранника узнать. Угу. Но он все равно направил в кассу. И в итоге... И мы подошли на кассу, и там уже было ну, не знаю, за 2 минуты изменился кассир. Кто-то шел. Но мы не то, что пришли с претензией, мы типа попросили. Вообще-то на английском. Саша сказал. Да, Саша сказал, я же английского не знаю, в курсе. И Саша объяснил, что неправильно нам посчитали. И они говорят, встаньте обратно в очередь. Ой, нас чуть не переехали. Это мы неправильно шли? Или он по дорожке вот этой проехал? Ну ладно, не суть. И они пересчитали нам эти 2 продукта потом по правильной цене, и плюс нам вернут разницу эту. Там вышло где-то 2 евро. Но, блин, все равно, ребят, 2 евро тут, 2 евро там. Деньги надо свои возвращать. Минимум. Ну. Ну, как бы мы... И мы с Сашей вспомнили, что у нас такая ситуация была в Швеции, помнишь? Ой, в Швеции, в Копенгагене, в Дании. Ну, что-то похожее Тоже такая, было. мы что-то какой-то напиток купили на скидке, нам не посчитали напиток этот, и мы потом увидели, потом вернулись тоже, нам пришла, пришла эта сумма потом на карту. Вот, так что всегда, если знаете английский, всегда пересматривайте, перепроверяйте за собой и идите возвращать свои деньги. Они с неба не падают, это все зарабатывается. Доброе утро. Мы находимся в отеле, не в своем. Но мы пришли в Too Good To Go забирать еду. Завтрак, грубо говоря. Нас же бортанули с нашим завтраком, поэтому мы взяли в Too Good To Go завтрак. Пришли в такой отель, а отель находится в арене, то есть в футбольной арене. И очень хороший отель с хорошими отзывами. И, в общем-то, мы пришли, ну, как обычно, знаете, забирать. Мы уже не первый раз как бы это делаем. А нам говорят, подождите 5 минут, можете пока посидеть, попить чай и кофе. Ой, Саша, ничего себе. Такая щедрость. И говорят, можно мюсли взять, если хотите подождать 5 минут. И мы такие думаем, ну, раз можно, тогда возьмем. Чай, кофе возьмем. Не, на мюсли уже не ели, да. Ну и вот мы сидим. Вот, наверху и ждем. 5 минут сказали ждать. Так выглядит. И вот мы с Сашкой тут сели. Вот, кстати, вот напротив это арена. Она называется забавно. Строубери. Клубничка арена. И вот с этими точками вот это отель. Кстати, прикольно, нет? Ну, тоже тут... клубничка. Типа, точно. Это на клубничные вот эти пятнышки. И тоже классно. Вот, такие современные дома, ну, тут район такой. Торговый центр, красиво клумба, клумбы такие яркие. Ну, в общем-то, мы сели, ну, тут на лавочке покушать. Мы кушали йогурт только утром, но мы знали, что у нас будет завтрак более плотный. Я, наверное, ожидал, как мы в Осло брали 2 раза завтрак, там была 1 порция, тут мы вдвоем наедались на полдня. Там вообще было много. А тут поменьше. Я, наверное, сказала, такой бокс большой. Ну тут много всего налить. Сосисочки. Не, ну, в принципе. Фрукты, овощи. Я вижу оливки. Фрукты вот. На одного так достаточно. Ну и мы на 2 перекусим добротно. Дали какие-то булочки, круассанчик. И дали даже нам ананас. Интересно. Классно. Конечно, в Скандинавии Too Good To Go развит настолько сильно. Тут все можно по Too Good To Go, тут можно просто обжираловку устроить. И плюс мы еще будем ходить по форку. Мы как-то жили в Париже, рассказывали, что есть такое приложение форка, и мы им очень всегда стараемся пользоваться. Да. Короче, мы рассказывали, что форк такое приложение, где вы можете забронировать время и по скидкам даже до 50%. Чаще всего. И плюс можно собирать баллы, в том числе и за регистрацию, там промокоды всякие. И мы накопили 2000 баллов и обменяли их на 500 денежку. Крон. То есть мы пойдем ездить сегодня на 500 крон. Я думаю, мы даже вряд ли перебьем лимит, потому что это больше 40 евро.
Ну, Мы вы там там полменю закажем. полменю, да, и любите заказывать? не заплатим. Так что оставайтесь с нами и смотрите, как мы жирюнькаем бесплатно. Дошли до нашей первой точки сегодня. Вот на эту башню мы будем подниматься. Мы купили билеты заранее. И дается 45 минут по этому билету, чтобы там ходить по этой башне. И после этого выгоняют. По-нелегански говорят, походили и вы пердоливаете. Лагов хватит. Лагов достаточно, да. Так что идем. Вокруг нас, ну, красота. Вот идет паром, вот он идет уже, и тут на станции люди ждут. Ну, очень красиво. Вообще, вода в городе — это супер. Это От очень жителей фишка. города лодка без рек. Мы точно знаем, о чем говорим. Ну да. Мы Я, часто... кстати, видел новость, что планируют поднять Лодку? из-под воды, ну, из-под земли какую-то речку. Реально? Да. Так там может такая речка вонючка, Ну, как у не, нас ну, за домом. ну, хотя Если бы- такую, то можно не стараться. Ну, типа там через парк будет протекать. Хоть Ну какой-то... тогда вообще прикольно, да. Не, ну вот так вот стоишь, смотришь, и так классно вот на эти волны. Мы тоже покатаемся, наверное, завтра на таком же паромчике. Ой, так атмосферно, конечно. Когда на воде, это совершенно другой вид на город. Согласен? Конечно. Сейчас пошли. Ходим вокруг этой башни. Башня классно, она прямо в воде стоит. Так очень симпатично, красиво. Вот там вот можно посидеть, что мы, может, тоже попозже сделаем. А подниматься мы будем вот на эту башню. Не знаю, это пешком или там лифт? Там до половины лифт, А, потом пешком. наверное, какая-то группа будет. Там по Собираться. 45 минут, там 27, по-моему, билетов дается. А сколько стоит? Меньше 10 евро, что для Швеции Не копейки. очень-то и дорого, да. Но мы тоже решили хоть куда-то сходить, на какую-то башню подняться, почему бы и нет. Ветрено. Тут, кстати, очень ветрено, не из-за воды. Мы даже были там, где не было воды, Да. и было очень так ветрено. Вот так как мы одеты, то есть Сашка одет вот в куртку такую, ну вы сами видите, что люди достаточно тепло. Но дети, конечно, нет. Куртки вот на людях одеты. Ну, потому что тут, конечно, ветрено. На мне джинсовка моя новая, и она меня так спасает, она против ветра отлично работает. Но когда жарко, то, конечно, в ней тоже жарко. Но у меня майка и вот эта джинсовка, и отличненько, мне нравится, мне комфортно. Теплее не хочется ничего закладывать на себя. Нет, половину на лифте. Но все равно... Но так он прикольный подъем. И виды достойные. Достойно. Вообще воды столько. Такие Смотрите, штили какой лайнер. интересные. А лайнер, видишь, дальше. Ну, я вижу. Ну и на видео тоже это видно. За наши 10 евро нам разрешили тут быть 10 минут. 15, наверное. А, 15 наверху. За меньше 8 евро. Сейчас еще пойдем по кругу посмотрим. Да. Ой, ребят, это было лучшее решение подняться наверх. Надеюсь, меня слышно. Посмотрите, такие какие-то островки, шпили, вили. А, внизу вам видно. Надеюсь, нас слышно. Боже, вот эта вода. Это так здорово. Вода, конечно, добавляет интересности городу. Да? Вот что на самом деле. Колокола. Я люблю такие милые улочки. Такие самые популярные, где есть кафешки, всякие магазинчики. Мне кажется, по таким улочкам гулять самое то. Больше можно рассмотреть. Тут, кстати, таких, что прямо исторического центра, чтобы он был прям большой, такого все-таки нет. Ну, тут остров Да. самый исторический. Да, вот мы на нем и находимся. Ну и видно, что он такой милейший, туристический. А все остальное, там и туристов мало, и более строгое такое современное здание, да? Но тут прям мило. Ну вот даже вот этот домик красный. Есть в нем какой-то свой шаурм. Есть в нем, наверное, какая-то шаурма.
Вот, пожалуй, из-за таких домов я люблю гулять по таким улочкам. Потому что всегда неожиданные какие-то домики миленькие можно встретить. Ну, весь город примерно выглядит вот так. Разноцветные домики. Весь старый город, оговорюсь, выглядит примерно вот так. Чуть-чуть даже как-то скучновато, что ли. Нет такого, Сашка? Что чуть-чуть архитектура скучноватая. Ну, Не Италия. скандинавскую. Да, очевидно. ну круто. Но мне все равно это нравится. Потому что я люблю всякие финтифлюшки на зданиях. Типа как во Франции или в Италии. Хочу вам показать самую узкую улочку Швеции. Не знаю, сколько тут сантиметров. Метрик есть в ширину. Ну, наверное. Метрика полтора, да? Полтора нет. Полтора Один. метра. Может, Ну. 80 сантиметров. Просто вот тут еще какие-то 78, 58. Это номер давно. Это как раз моя толщина. Меньше метра. Даже шаг Саша не может сделать полноценный. Ну-ка, сделай полноценный шаг, мы померим. Ну, полноценный, в смысле, Давай. максимальный. Да, свой. О, ну это Где-то около метра. около метра. У Саши, значит, он там точно меньше. Мы еще купили энергетики. Ну что же, время. Монстры. Мы хотели попробовать что-то типа местное, известное. Как в Беларуси, ты знаешь? Я знаю. Местное известное. Короче, кто не знает, то не знает. Местные напитки, но там они все Zero Sugar. А Zero Sugar это говно, я ненавижу Zero Sugar. Такой вот убивает вкус, когда нету сахара. Я вот в том лагере, кто не любит пить напитки без сахара. Не пугайтесь сильно, ребят. Мы тут прошли мимо, Саша даже не заметил, а я сразу обратила внимание. Типа заключенный какой-то, шуганный уже. Или наоборот шугает прохожих. Вот тоже идем по такой тропинке в центр. Мы просто гуляем по центру, нахаживаем шаги, смотрим, что есть интересненького. Ну вот и, пожалуй, самая красивая часть старого города. Вот это музей. Он платный, мы туда не пойдем. И это, знаете, такая небольшая эта площадь, но такая красивая. Вот я чего-то такого ждала, чтобы, знаете, сразу видно было. Вот, кстати, в Гданьске вот такие домики, нет? Очень похоже. В Гданьске похожи вот такие же домики. Мы, кстати, ехали сюда через Гданьск, и мы были там ровно 20 минут, успели прогуляться немножко. Нам очень нравится. Мы уже давным-давно там были, лет 7 назад. Мы гуляли когда-то. Ну, уже, знаете, из памяти все выветрилось. И думаю, что нужно как-то повторить. И когда-нибудь обратно вернуться, только уже не на 20 минут, а на полноценные хотя бы выходные. Но все никак руки не доходят. А точнее, ноги не доходят. А вот мы подошли еще к одной достопримечательности. Это камень с их рунами. Надписи, рисунки. Да. С их надписями, рисунками. Повторяю, что Сашка сказал. Выглядит это здорово. Что ты сказала? Только не услышала. Викинги. А, викинги. Ну да, но это очень... Там видно, что там буквы какие-то. Может, их Или подрисовывали? числа. Не знаю. Не, ну понятное дело, наверное, их подрисовали. А может и нет. Что я... Ну там змеи. Ну классно. И как раз это вот находится возле магазина сувениров. Ну, точнее, магазин сувениров возле. Ну да. Вот. Ну или да, наоборот, наверное. Тут тоже вот есть такие камни. Мне нравится вот эта жена викинга. Саша сказал, что это на меня похоже. Ладно, я пошутила. Не, ну смотрите, черненькая, пухленькая, со скалкой. Все про меня. Мы тут со Сашком идем, обсуждаем, что на самом деле в Швеции куча всего популярного, что есть вот прям на весь мир популярное. Больше, чем в Норвегии или Да. Финляндии, Тоже. например. И мы обсудили, что, оказывается, Пеппи Длинный Чулок, а в детстве все смотрели Пеппи Длинный Чулок, она, оказывается, тоже шведская. Ладно, Карлсон. А, еще ж как, блин, я Ну, забыла. это же одна писательница. У нее тут есть, Ну. типа, музей свой. Точнее, ну, как бы детская Мгм. такая вот развлекательная какая-то. Ну, музей типа, детский, типа да. как... Сказок каких-то. Ну да, там... Рассказов ее. И это мы уже не говорим про Икею, про их вкусные вот эти фрикадельки. Они тоже известны на весь мир. Нет, Вольво. митболы, наверное, называются, да? Вольво. H&M. H&M. Они, кстати, тут постоянно ходят с пакетами H&M.
Ну, что неудивительно. Я, кстати, не очень люблю H&M, потому что тут они как бы в H&M все из переработанных этих материалов, и качество, ну, такое, заставляет желать лучше. Ну, не Uniqlo, конечно. Хотя у нас есть вещи из H&M. Ой, посмотрите, как красиво вот мы идем. И вот такие вот эти здания. Вообще супер. Или вот со ставнями закрытыми. Класс, да? Вот я прям, знаете, у меня это свежий глоток. Прям такой, я вдохнула, потому что я обожаю старый город. Когда он в таком стиле, разноцветные домики, такие крыши необычные, окна. Вот это я люблю больше, чем современность. Хотя интересно, вот как в Дубаях. В Дубаях там вообще столько современного. Там бы я, наверное, тоже офигела. Такого в жизни мы еще не видели. Сколько еще всего предстоит увидеть в этом мире. Тут возле Нобелевского музея еще одна достопримечательность. Самый старый писсуар публичный. Он такой солидненький. Ну, в таком окружении по-другому нельзя. И совсем не пахнет. Кстати, да, я читал, что он очень вонючий. Он, кстати, ну, функционирующий, то есть можно воспользоваться. Пожалуй, не будем. Да. Тут, в принципе, с туалетами вроде не все так плохо, чтобы пользоваться таким. Ну, круче, чем в Копенгагене, я еще не видела. И решили с Сашкой сегодня прям план по максимуму совершить. Идем на остановку. Водный... Как это? Трамвай? Я их все время называю водный трамвай. Ну, да, паром, наверное, да. Водный городской транспорт. Вот. Хотим вон на тот остров. Плыть, наверное, не знаю, минуты 2. Минуты 2-3. Вот. Ну и все равно интересно, там такой остров, там скансен и аттракционы. Вот, детский парк такой. Мы по проездному плывем, поэтому не все причалы подходят, только те, на которых отель. Написано. У нас просто проездной отель. Он подплывает, возможно. Да? О, вон, наверное, наш плывет. А рядом, смотрите, какой лайнер. Наша Саша мечта. Еще одна. Их много. Одна из 1000 это на лайнере, конечно, прокатиться. На недельку так. Все-таки это отдельный кайф кататься на пароме, да? Отдельный вид кайфа, где можно так, знаете, плыть. Еще мы стоим на палубе, то есть не там, где под крышей. И это сейчас будет такой кайф. Посмотрите, что между нами. Этот флаг везде просто. Мы даже были сегодня в отеле на завтраке. Даже эти флаги воткнуты в нарезку, короче. Нарезку тоже. Я не знаю почему, зачем. Типа они таким образом, наверное, показывают, что мы толерантны к однополым бракам и к любви однополой. Ну, нам, Сашка, все равно. А вот и сама писательница, которая... Астрид, да. Она написала «Пеппи длинный чулок». Карлсона, он, кстати, он Карлсона там написала. по-моему. А, точно. Это их герои. В общем-то, это этот музей. Юнибакен парк. Угу. Тут, можно понять, на кого Рассчитаны. Вон сколько детей привезли на колясках. У нас прошел дождь. Она такая худенькая, щупленькая. Как это? Не Гагара, а как это называется? Белощекая казарка. Казарка. Их тут много, этих белощеких казарок. Мы сначала думали, что это утки или... Это голубь. Или это Гагара, а это оказались белощекие казарки. Их очень много. Блин, вот люди, вот они. Тут их больше всего, почему-то больше, чем голубей. Вот они, я вас не обманула, белощекие казарки. Они щиплингом занимаются. Это мы с Сашкой придумали, потому что они постоянно то ли себя щиплят, то ли травичку. Но их в этом парке прям очень много. Приехали забирать Too Good To Go. Булочки там всякие. И посмотрите, какие крутецкие здания. Вообще, эти здания, как близнецы, выглядят высоко. Я не знаю, сколько это же считала. И у них получаются окна в пол. Не знаю, просто квадратики такие. Мне кажется, это окна огроменные. Как огромный телек на стене. Очень круто. В таком красивом месте будем забирать наши булочки. Идем. Вход. Открываешь.
Ой, какое красивое заведение. Класс, такой кофейня. Забрали пакет. Там всякие булочки, как мы говорили. И обратите внимание на эту идеальную чистоту. Мы как из Беларуси, где там вообще даже плюнуть страшно. Да? Там такая чистота. Тут настолько идеальный асфальт, идеальные фасады домов, даже небо идеальное. И остановки такие, все чистенько, аккуратненько. А, нет, посмотри, кто-то не выкинул. Но он же выкинул его. Да. Не на Но улице, очень чисто. Но вот эти окна, просто окно, стена. Такое, как сота какая-то. Не, ну не сота. Ну не знаю, сами додумайте, какие у вас ассоциации. Ну как Лего, может, да. Не, ну потрясающе, конечно, красиво. Знаете, я вот так хотела бы сказать. Красиво не так, как в Италии, во Франции. Потому что для меня, для путешествия, как и для Саши, самые красивые страны — это Италия, Франция, Испания, наверное. Давно не было. Да, и очень. Но вот такие страны тоже, когда посещаешь, это совершенно другая красота. В строгости какой-то, в правилах. Тут все так четко организовано. Так чисто, аккуратно. Я не знаю, как еще описать. А ты как опишешь? Ну так. Наконец-то мы пришли поужинать. Мы вообще собирались не кушать сегодня в обед, что, в принципе, мы и сделали. Мы только пили энергетики. Для того, чтобы вот сейчас прийти и обжираться на все 40 на евро. 500 крон. Да. Ну, 40 евро, 500 крон, да. И поэтому сейчас нам уже начали приносить то, что мы заказали. Держитесь. Мы заказали все меню. Мы заказали напитки. Помимо этих напитков мы еще решили попробовать милкшейк ягодный. И у Саши бургер свой. Но он огромный, ребят. Ну, Там вы 2 сами котлеты. видите. 2 котлеты. И у меня 2 котлеты. Это средний. Хорошо, что мы максимум заказали. И мы дополнительно заказали себе этот бекон. Бочек хотела сказать. Ну, если бы сказала бочек, вы бы тоже поняли, да. И еще нам должны принести чурросы. Наши. Законные. Колы не было, пришлось пепси брать. А у меня какой-то местный апельсиновый. Так и написано апельсин. Прикольно. Так, ну и последнее это чурросы. Что-то мы думали, если честно, будет их побольше. Ну ничего, мы уже наелись. Нутелла до краев. 20. И морожка. Дальше. Плюс мы допиваем пепси и зингу. Ну и вот, ребят, сами видите чек. Сколько мы всего купили. Сколько мы всего съели и выпили. И вот мы заплатили 0,00. Все по нулям. Благодаря вот этому приложению Fork мы очень часто экономим на заведениях. И в основном всегда очень вкусно. Ну, то есть мы ели за полцены в этих заведениях, Да. и за год накопили себе на скидку в 50 евро. Класс. Почему бы не пользоваться? И вот сейчас потратили 50 евро, как бы те, которые накоплены нами, а заплатили зеро. Вы видели, съели 2 больших бургера. Ну, вы сами видели, что я буду перечислять. Но мы наелись. Рекомендуем. Рекомендуем это приложение точно. Там есть Если вы промокоды. экономите свой бюджет, то мы точно рекомендуем. Да даже если не экономите, все равно попробовать можно. Просто на кассе уже отмечено, что вы через это приложение, и даже не нужно говорить. Да. Во-первых, Но там все отмечено. в любом случае во многих странах работает, если даже просто хотите забронировать заведение, даже без скидки, ну, неважно. Мне кажется, что еще круто, что ты сам бронируешь на время, то есть ты можешь прийти, и, например, столика не будет. А так ты через это предложение всегда придешь, и за тобой забронирован столик. Но еще и по скидке. Покушайте, да? Да. Всем привет! Сегодня день 2, как мы здесь. Полноценный. Мы поняли, что нам не хватает еще одного дня. Просто вот хочется еще больше погулять, а как-то, ну, мы точно все не успели обойти, объехать. Но вот сейчас мы находимся на станции метро. Она такая необычная, и вообще тут много необычных станций. Ну, это известная достопримечательность местная. Но вот эта станция пока наш фаворит. И, пожалуй, эта станция выглядит вот так. Называется Халленберген, если что. Да.
Ну, возможно, кому-то интересно. Значит, тут каракули детей. И это так прикольно выглядит. Причем, скорее всего, это же нарисовано красками, в художественно, стиле да. детских рисунков. То есть они везде, эти детские рисунки. И не только рисунков, а еще вот как будто какие-то... Подделки? Ну да, аппликации. Какие-то, да. И слышите детский голос где-то? Ну это там. Ну, это там играет. Я же думала, вдруг тут колонки, озвучки. То есть, понимаете, ну это да, не подделки, это рисунки вырезанные. Это вырезалки. Да, вырезалки, точно. Не, ну это и это на протяжении вот всей этой станции. То есть это мы сейчас на одном месте крутимся, а оно выглядит и на потолке, то есть настолько реалистично, как будто ты оказался, не знаю, у ребенка в голове. Ну, да, или у ребенка на листке бумаги, такой. да. Точно, у ребенка в блокноте, где он там рисует. Вот, она везде, так посмотрите, ну это очень клево. Или вот тут тоже папа, мама, я. Мы большущая семья. Прикольно руки, Саша. А тюльпаны? О, тюльпан. Я принесла домой тюльпаны. Или принес. Ну, это круто. И там тоже вот какие-то подделки. Верблюд, пожалуйста. Целых 3 горба. Не, ну это здорово. Кораблик. Ну и вот такие подделки. Это что? Про детей в Швеции. На них я нельзя тоже- вообще руку поднимать тут. И голос, наверное. Ну, голос еще кое-как, а Типа вот они могут пожаловаться. ударить это все, это сразу на тебя пожалуется кто-то Угу. и поедешь далеко. Они тут такие шумные. Иногда хочется сказать, Ну, сделайте безнаказанно. замечание какое-нибудь. Ну, кстати, вот мы заметили, что здесь очень много гуляют с детьми, с маленькими, прямо шведы сами в колясках их водят Очень везде. много детей. Да, Ну, их везде водят с собой, таскают, можно прям сказать. Ну да, ну, тут много музеев для детей Но- бесплатных до 18 лет, поэтому... Вот мы вчера особенно на очень этом острове были, где музей детский. Вот эта писательница, точнее, детская писательница. Там вообще, конечно, столько детей. Вот я вот эту подделку. Шведы счастливые люди. Но мы посмотрели вчера Птушкина, еще раз пересмотрели. Он рассказал, что здесь много кто страдает депрессией. Вы что, бля? Вы жили где-нибудь в другой стране? Не будем тыкать пальцем. Не, ну, знаешь, Вот мы там тут- депрессия мы может тут быть. летом. Ну Если бы да. мы тут были осенью, зимой, мы бы сами заревели. Ну, может. Не, ну тут классно. Уровень жизни, конечно, и так спокойно. Вот это столица, и кажется, вот в столице всегда есть какой-то хаос, знаете. Кто-то куда-то торопится, еще что-то, не знаю. Ну, это столица, ну вот в любой точке мира в столицу приедь, и всегда поймешь, что слишком много людей, а тут как-то спокойно. Даже в столице спокойно. Да? Здорово здесь. А вот еще один интересный факт. Тут курицы говорят не ко-ко-ко, а говорят хан или хон-нон-нон. Я даже не знаю, как. Нет, это забавно, нет? Ну, есть же такое, что в разных странах мира и котики по-другому зовут котиков не кис-кис-кис, не мяу, а там какими-нибудь другими словами. Добрались мы на Т-централен. Тут вокзал находится и как пересечение станции метро. То есть такая самое сердце города. Ну и тоже классная станция метро с такими орнаментами красивыми. Ну и вот в топ-3, ну мы мало что видели, но как говорят, самые красивые станции на синей ветке, мы как раз по ней путешествуем. Вот это красивая, Сольна красивая такая, красно-зеленая. Ну, детские рисунки №1. Да, для меня тоже детские рисунки номер 1. Сейчас мы еще пересаживаемся, едем. Да. Еще и детские рисунки было очень неожиданно Да. вообще увидеть, что такое сделают. Мы опять поднялись наверх, поднялись на лифте, и вот с такими видами теперь можно гулять. Тут много людей, тут получается ресторан, вход в ресторан. Ну, там, Ресторан наверху. Ну, Ну, в ресторан мы не пойдем, площадка доступна. а по площадке можно гулять, ходить. Ну, классно. Классный вид вообще, если Ну, вот в примерно ресторане. на высоте. Да. Примерно А, на точно. таком же, Да. ну, чуть выше, наверное, будет.
Я надеюсь, нас слышно вообще. И вон то здание, где мы забирали О, фиг. точно! Помните, я показывала, мы забирали фиг? Булочки вот эти. Тут называется, тут фика, это называется перекус на чай Типа или... чай, кофе, булочка, такой вот. Мгм. Они несколько раз в день вот это устраиваются. Ну, как бы, Это и называется такой, Да, одним фика, словом фика. вот два самых, наверное, традиционных шведских слова. Это лагом и фика. Мгм. И до сих пор стоит. Или это новый паром? Ой, не паром, а лайнер. Новые. Они, Лайнер. наверное, на Ну. сутки. Ну, типа, с А. утра до вечера стоят, чтобы люди гуляли и вечером выплывали. Мгм. А снизу вот эта площадка выглядит так. Там получается ресторан. И вот этот мостик, по нему можно спокойно гулять. И вот здесь вот тут лифт. Поднимаешься элегантно и гуляешь. Тут еще такое место, ну не место, а как бы, короче, вывеска какая-то старая рекламная, пасты. Тоже Она популярная такая. такая достопримечательность, но прикольно. Я думаю, что она вечером горит, да? Длинная. Думаю, да. Я сначала подумала паста в смысле макароны. Ты мне такие говоришь, а потом поняла, что паста в прямом смысле. Вдвоем. Ну, это всегда в первую очередь подумаю про еду, Сашка, а уж потом про что-то остальное. Вот тут мы стоим на мосту, и на противоположной стороне город. Какой же красивый, да? И тут стройка, конечно же. Что-то клевое строят, Ну, должно быть. что-то прям экстра. масштабное. Потому что это прям центр, сердце Стокгольма. Забрались в какое-то место. Получается, надо было идти вот по такой горке. Точнее, мы поднимались на эту горку. Она такая прям серьезная. И потом вот тут горка еще тоже поднимались. Даже немножко это подустали. Но тут красиво, оно того стоило. Такой вид. И тут еще тоже такой есть мостик. И вот такой дом. И тут очень такой клевый вид. В эту дырочку выглядывает. Еще нашли такую классную тропинку вдоль острова. И мы, получается, вчера были прямо напротив. Поднимались на эту башню. Очень так красиво. Мне нравится вот на этой тропе. А, можно зайти. Зайти и пойти Ну, вот это в такой парк. Класс. И мы с Сашей обсуждаем, что нам в Лоде не хватает такого места. Да любого. Всем не хватает в Лоде такого места. Такого бы я бы, конечно, тоже ходила гулять. Так классно. Такая тропинка длинная. Пришли кушать легендарный суп. Какой-то Саша сказал, что он просто какой-то легендарный. Мы обязаны прийти его попробовать. Он рыбный. Там рыба, креветки и эти мидии. И тут это все находится на рынке таком. Ты заходишь и кушаешь. И тут еще дополнительно дают вот такой салат, порезанная пекинская капуста, какими-то листочками. Можно Соус брать. какой-нибудь добавить. И есть хлеб. салат-бар, там соусы, хлеб, Мгм. салат. Хлеб нам дали и водички можно взять. Ну, это типа как стоимость входит. Мы опять сейчас на пароме на верхней палубе и будем плыть час до острова. И он как-то редко ходит, вот этот трамвай водный. Сейчас в 2, в 4, в 6. Ну, Короче, будем возвращаться где-то в 4 только. не, будем возвращаться на землю. Вообще назад? Я думала назад тоже. Ну, в другое место поедем. Жалко, я думала еще назад поплывем. Ну ладно. Ну, теоретически можно, но не знаю. У нас середина дня, а когда середина дня, то хочется какого-то напитка. Я стандартово взяла колу, а Сашка взял какой-то такой Я типично выбирал шведский шведский. напиток. Там было какое-то трокадеро, еще какой-то там вкус шведской природы, мне тоже интересно было. Малиновый и грушевый. И со вкусом шампанского. Ну. Ну, победило шампанское. Есть такое чуть-чуть, как будто Ну, шампанское. яблоко с виноградом как-то так замешано, что дает вкус. Ну и шампанского. сладенькое. Ну, так как это все-таки Ну, как это без лимонад. опыта. Да. Так это ноль. Ну, это не то, что сладенькое. Не слабенькое, сладенькое. Слабенькое, Сашка. И чуть-чуть это сладкое. Ну чё, вкусно? Наверное, из лимонадов, таких знакомых нам, похоже на буратино. Только со вкусом шампанского. Сашка меня привел в такой, говорит, парк. Пошли в парк, говорит. Покажу тебе классный замок.
Ну, мы идем, и там, значит, написано. Мы не показали. В замке обитает призрак. Белая леди. С Белая леди. мальчиком. Кто хоть раз там был, всегда будет хотеть возвращаться. И я смотрю на этот милейший домик. И как может быть в таком домике призрак? В голове у вас призрак. Пошли яблоки есть. Саша говорит, тут яблоки должны быть. Пошли яблоки искать. Вот нашли яблоню с красными яблоками. Не, ну в призраков я, конечно, не верю. Домик миленький. И там написано, что тот, кто работники этого замка, постоянно чувствуют какой-то холод и что-то необъяснимое. Сашка, повернись, перед тобой белая дама. Вот это предупреждение. Ну, сами видите. Ничего хорошего. Мы тут перевели, потому что написано на шведском. Мы перевели, и вот написано, что она постояльцы там, этого замка что она видели, слышали. жаждет человеческой крови. Мы с Сашкой даже придумали кодовое слово. Если, не дай бог, в кого-то из нас вселится этот дух, чтобы мы знали, что в нас никто не вселился. Кодовое слово? Ахмадуллин. Шикарное. Дворец Дротнинггольм. Можно тебе сказать? Дротнинггольм. 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 Сначала я думала Дротинггольм. Еще смеялась, думаю, в смысле Дротинггольм. Ну, короче, сложное слово. Но тут Королевский дворец. Вот так. Очень красиво. Он находится в таком парке, нереально ухоженном. Во всем парке, это тут вот прям напротив дворца, вот такая вот миленькая травка. А там, вот там, где вообще не видно, просто парк, не видно даже этого дворца, там точно такая же травка. Я все время удивляюсь, как они ухаживают. Сколько раз, не знаю, в неделю они косят, наверное. Сколько раз в неделю они косят эту траву. Боже, как красиво, потрясающе. Мои любимые кусты. Я их обожаю. Смотрите, как они делают. Как желешки. Вообще, просто... Вот сравните. Туи так не делают. Видите? Она какая-то сложная структура. А вот эти желешки. Эти кустики так делают. Вообще, там еще такие кактусы. Круто. А тут такие водопады. Красота! Какой же кайф тут гулять. Мы еще ехали сюда на автобусе, и я обратила внимание, что когда мы уехали вообще с жопы мира, там вообще никого не было, только поля какие-то. Я обратила внимание, там, значит, были остановки, и они такие ухоженные, эти остановки. Не то, что они прям новенькие, прям плиточка к плиточке, все ограждение, все так красиво. И отдельная дорога для велосипедистов и для пешеходов. И так это все ограждено. Это супер. Короче, уровень жизни, конечно, очень крутой. И самое главное, что я, например, себя чувствую тут безопасно очень. Вот как Вольво, наверное. Ну да, Саша то так сравнил. Безопасно, спокойно, стабильно, предсказуемо. Да. Вот тут так. Скучно отчасти даже. Скучно, но круто. Да. Не, ну классно вообще. Видите, какая красота? Потрясающе! Ребят, секрет раскрыт идеальной травки. Вот он. Я думаю, когда они успевают? А они робота поставили. Робот-газонокосильщик. Я офигею. Видите? И вот такая вот у них травка по всему этому парку. Очень красиво. Сейчас мы зашли посидеть, попить воды, посидеть в красивом месте. Вот мы уже и дома приехали. На самом деле мы приехали уже вчера. Отдохнули, забрали чупика, разобрали свое белье, все грязное, что-то постирали. В основном все постирали. И хотела показать вам. Сейчас решили съесть вот эту...
Сейчас хотели съесть вот этот попкорн, его привезли. Он такой вкусный оказался, только мы ели просто с карамелью. Мы там ели в Стокгольме. И решили привезти сюда, в Польшу. Он, ну, редко где-то я видела, чтобы он продавался. Мне кажется, там он дешевле. Не Около, то, ну, если чтобы так да. считать в злотых, то около 10. Вроде недорого за такое. Ну, мы тут видели когда-то давно, ну, в Токамаксе или что такое, мы в таком магазине видели, и там где-то 20 злотых стоил. И наш жаба задушила, мы не покупали. Но всегда хотели попробовать, потому что я наслышала о нем, там смотрела блогера из Германии, и она говорила: боже, это самое вкусное, что я ела когда-либо. И вот когда видела, попросила Сашку попробовать, мы попробовали, офигели от вкуса, так вкусно оказалось. И, ну, короче, купили себе. Вот сейчас будем пробовать. Соленую карамель не пробовали, но думаю, что это тоже вкусно. Если увидите, не вот соленая карамель, а обычная карамель, обязательно берите, это того стоит. Каждая попкорнинка, она облита в этой карамели. О, как это вкусно. Ну и будем уже, наверное, с вами прощаться. Спасибо большое, что вы были с нами этот уикенд. Ну, точнее, наоборот, мы были. Но, по сути, да, как будто наши выходные. Ну, оно было Они 2 были дня, в как будни будто, дня, но, да. да. И спасибо большое, и пока-пока.